Не могу понять, про что эта сцена, или комичная, или драматичная, но, в общем, вот я нарисовал немного такой графики, и в этом видосе буду разбирать, как ее, что делать, что с ней делать, как это нужно все. Всем чао-чао! Сегодня будем рисовать вот такую вот композицию, как вы только что видели. Это такая трогательная, непонятная сценка пейзажная. Что это, про что это, я не знаю, но я покажу, каким образом это все делается. Меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура. Все такие штуки рисую. Ну, в общем, сразу к скетчингу, сразу к таким вот этим вот быстрым наброскам. Что тут важно для того, чтобы понимать всю эту историю? Нужно понимать, что человечек, он делится на две части. Это голова и туловище. И, по сути, там, когда мы делаем скетчинг, мы рисуем, ну, человека, мы рисуем фигуру человека, то мы все это делаем обобщенно, потому что стиль такой. Потому что, ну, ландшафтная архитектура, графика, вот эта вот проектная графика, они меня в некотором роде обязывают делать это все быстро, и есть необходимость, чтобы это было симпатично. И вот этот вот стиль рисунка, который я использую и который преподаю на своих курсах скетчинга, он на это и нацелен. Вы видите, это все, ну, довольно просто. Нужна только практика. Какой объем практики нужен конкретно, вот я вам прям скажу. Берете и такими человечками заполняете там, ну, скажем, 3 листа формата А3. Окей, эти человечки будут с вами тогда, я думаю, что надолго. И не будет проблемы их рисовать. Ну, это как спорт, как тренировка. Ты берешь и делаешь подход, и вся эта система работает. Поэтому тут, может быть, даже нечего особо отдельно проговаривать. Вот для того, чтобы нарисовать еще одного человечка, я рисую еще один кружочек головы и начинаю рисовать что-то похожее на туловище. Это туловище может иметь, ну, какие-то особенности. Там человек может держать руки в брюки, или он стоит в плаще, как вот на этом персонаже, которого я сейчас рисую. Или у него может быть, ну, какой-то характерный вид. Это на самом деле все интересная и большая история, интересная история упрощений. Чтобы не рисовать всю большую фигуру, сложную, там, сколько у человека деталей, там, каким образом там он стоит, все вот это вот, нужно очень сильно обобщать. А обобщенность, она приходит, когда рисуешь много. И в итоге начинаешь рисовать самые главные моменты, основные моменты, а множество деталей просто берешь и упускаешь. Ну, потому что тебе они не нужны для выражения образа. И это очень хорошо для такого скетчинга. Ну, ландшафтного скетчинга, архитектурного скетчинга, когда мы берем и рисуем самую основную, главную мысль, и все остальное мы не делаем, потому что в этом особого смысла нету. Потому что мы иллюстрируем идею. Ну, в общем, вот такой подход, и я его проговариваю все время на курсах моих по скетчингу ландшафтному. А, И если вы можете принять, ну, в своей голове вот эту вот идею, то, соответственно, вы пойдете тем же путем, которым и шел я. Очень, может быть, ну, скромные средства выражения, и все равно нужен такой хороший сразу результат, чтобы он был таким коммерчески выглядящим продуктом. Сразу же в моем скетчбуке. Вот как мне решить эту задачу, вот про все вот это вот. И есть мой YouTube-канал. И очень много разных материалов в разных соцсетях. В общем, вот эти человечки стоят, рядом с ними я рисую какие-то абстрактные деревья. Потому что эту структуру я развиваю, ну, практически даже не думая, что я рисую. Просто беру и набираю это как такой декоративный паттерн. Вот человечки, я должен их, может быть, чуть-чуть отработать. Я могу отработать еще рисование деревьев, рисование кустиков, и вот эту вот всю историю за чашкой кофе я вот таким образом отрабатываю, и вам прям настоятельно советую, если вам необходим такой тип графики, можно брать мои видео, включать их, ставить на паузу и рисовать одновременно со мной. Вот, можно даже, наверное, меня там, может быть, и не слушать. Можно включить какую-нибудь другую музыку и оставить на экране вот это изображение, где рисую, и повторять за мной одновременно с моими видео. И будет хороший результат.
Ну и мне прям даже пишут, ну, с разных стран, что делают так, и это хорошо работает. Я прям радуюсь. Вот такая идея. Вы можете обратить внимание, что составляющих вот этого стиля их немного, и они все простые. Вот, например, вы увидели тычкование. Тычкование — это такая штука, когда я беру и много-много-много делаю точек. Э, Но мое изображение не построено на точках. На точках построена идея детализации, якобы детализации, псевдодетализации. Если положить вот так вот много точек рядом с каким-нибудь предметом, то естественным образом глаз считывает в этом некоторую материальность. Если есть материальность, глаз сам придумает, что там находится. Ну, мозгу трудно быть вне конкретной ситуации, ему, наверное, может быть некомфортно, и он придумывает себе то, что может быть и не нарисовано. То есть он познает мои точки, например, сейчас как детали, ну, травы или земли, или, ну, какой-то материальности. Он сам тебе придумает эту материальность. А точки лежат, ну, они совершенно рандомно нарисованы, но они создают естественное впечатление материальности. Вот такая странная штука. То есть мы рисуем не очень много, но в глазу складывается хорошая картинка. Вот, в принципе, один из таких больших, базовых принципов моего метода скетчинга. Вот получается такая уже прям контрастная картинка. И потому что чернилки классные, э, то происходит вот такое вот, как сказать, размытие от очень темного, интенсивного к такому светлому, ну, насыщенные классные цвета. Мне дико нравится. Если что, это Popel Pen чернила. Московские, натуральные, ореховые, ну, короче, какие-то классные. И вот тут на переднем плане я решил нарисовать такую фигуру человека. А, Это, наверное, женщина с ребенком. Он там стоит маленький. И от них тоже идет в сторону тень. И вот я думаю, каким образом, что еще, какие-то сделать детали. Я делаю, ну, рисую траву, рисую элементы вот этой вот дорожки, дорожно-тропиночной сети. Тут такой Т-образный перекресток. Вот вы видите, травинки появляются. Ну, это... И заполняю все такими кустами. Но так как у меня есть уже интересный ритм э, кустов, деревьев и фигур человеческих, то я не хочу его усложнять, а оставляю вот эти вот кусты, которые я сейчас набираю, э, такими, без интенсивных теней. Я, наверное, сделаю для них падающие тени интенсивные, или не сделаю. Ну вот я сейчас еще подумаю. Но сами кусты я набрасываю таким очень простым и, ну, быстрым способом. Вы видите, это большая мягкая форма с небольшой детализацией. Но это просто симпатично, эффектно. И получается вот такая вот в целом милая дорожка. Ничего сложного для того, чтобы нарисовать такую сценку. Мы видим ее, наверное, с высоты какой-нибудь птицы, которая сидит на дереве, или, может быть, с высоты какого-то холма. И вот это все очень просто. В таком ракурсе рисовать и деревья, и персонажей, рисовать людей. Не очень сложно. Я думаю, если вы хотите научиться такой штуке, то включайте мое видео и ставьте его, ну, на паузу, если, может быть, чуть-чуть не успеваете. И повторяйте или интерпретируйте. Там попробуйте, например, ну, поставить или больше, или меньше людей, нанести какую-нибудь, ну, скамейку простую, небольшую, положить от нее тень, а, изменить формы деревьев, количество и форму кустов. Ну вот, в целом и получилось вот так. Ну, как интересно работает эта графика, как интересно работает этот стиль и классные чернила. Popel Pen, так работает вся структура. Классно. И я покажу немножко так с поднаклонами, потому что вот так видит этот глаз человеческий. И любопытные эффекты не передаются просто там прямым изображением. Вот тут прошлая структура. Это мой рабочий скетчбук. И это такие элементы резьбы. Ну, короче, это все такая интересная история, да? Классная. А там все множится и множится, всякие новые изображения. Я по ним, в принципе, делаю видосы, ну, на разные каналы и на английский.
И на этот, ну, можно посмотреть, я думаю, почти все, наверное, все видели. Если вам понравилось, ставьте лайк, там, ну, подписывайтесь на канал, внизу смотрите, там в комментах плейлисты, ну, и в описании тоже плейлисты на всякие разные штуки, как рисовать, что рисовать, всякая такая штука. Меня зовут Кичик Эдуард, всем чао-чао.